Подождите. Земляне, вот только что на наших с вами глазах родился альпачонок, маленькое чудо. Индейцы их с испокон веков разводят в основном, конечно, для шерсти. Тут альпакам нет цены. Но еще этих представителей семейства верблюжьих до 3-летнего возраста частенько забивают для мангала, особенно если они плохо отгоняют вискачи от посевов киноа. Есть еще и гуанако, и викуни, самые дикие и элегантные. Кстати, знаете, как их отличить? Так я сейчас вам покажу. Есть отличный индейский метод на кулачках. Значит, смотрим. Вот, земляне, вот знаменитый знак. Вот это вот, земляне, альпака. У нее мордочка такая сплюснутая. А вот так вот выглядит уже лама, узнаете. И вот так, когда вытянуто, вот так вот вытянуто, вот это вот викунья. Вот так вот можно отличать их. Ну а мы с вами добрались до озера Титикака. И оно поистине гигантское, великанское. Мы летели над ним около 15 минут. А почему нас сюда тянуло? Потому что каждый человек в этом мире должен пососать титю, сделать каку и побывать на озере Титикака. Вот такой военный мы автобус на трансферсе заказали на высокой подвеске, чтобы пройти все лужи, потому что залило всю Боливию. Будем как роман с камнем. Забегая вперед, скажу, что автобус на высокой подвеске, ой, как нам пригодился. Ведь на обратном пути мост, по которому мы ехали, обвалился. И единственной возможностью добраться до Ла-Паса была 4-часовая сафари по бездорожью и буеракам. Благо водитель знал места и провез нас. Наш автобус вот таким образом заплывает на свою ладью тростниковую. А вот чтобы добраться до Боливийской Копакабаны, нам пришлось еще и преодолеть паромную переправу. Вот как наш автобус плывет. А мы вот на таком катерке. Ну вот она и Копакабана. Кстати, по одной из версий, знаменитый бразильский пляж в Рио-де-Жанейро, тоже Копакабана, назван так в честь этого рыбацкого поселка. Кстати, тут самый лучший курс для обмена на местные деньги. Утром была восхитительная тишина, и мы наняли прогулочную ланчу. Но нам не повезло, и хоть и обещали просторную быструю ладью с 2 моторами, на деле оказалось весьма утлое и тихоходное суденышко, да к тому же с сильным запахом выхлопа от дизеля. Но гладь Титикаки все сгладила, и мы созерцали вечность. Кстати, здесь можно увидеть и таких вот прикольных жаб-мошонок, так как называют из-за морщинистой кожи, как будто снятой с другого плеча. Титикака – единственное судоходное озеро планеты, где вас одновременно могут накрыть и морская, и горная болезнь. Ведь на этом озере часто бывают шторма. И я даже как-то видел смерчи, а находится это озеро на высоте почти 4 километра. И это прямо сильно ощущается. Даже мотор лодки очень медленно работал. И мы очень долго шли до острова Солнца. Остров этот индейцы почитают священным, ведь именно отсюда вышел великий солнечный инка и дал всем людям жизнь. Побродив немного по острову и напитавшись умиротворением и спокойствием от места силы, мы отправились назад в Копакабану, где мы узнали новость, что в Ла-Пасе забастовка и дороги прикрыты. Да к тому же еще обвалился мост от сильных дождей.
И мы решили это дело отметить. Короче, мы тут завязли на Титикаке, мост обвалился нахрен, забастовка идет вовсю. У нас ничего нету, кроме Титикаки, 2 бутылки водки и бутылки, вот как сами видите, соса-солы. Так, будем проверить, кому подали. А какую мы нашли березоньку? Пиво березонька. А какой восхитительный верхний Ла-Пас на фоне белоснежных склонов. Мы еще сюда с вами вернемся чуть позже. А пока мы летим на самое большое зеркало планеты Солончак-Уюни. Говорят, космонавты видят солнечные зайчики от Солончака даже на Луне. Но мы видели под собой очень мутную жижу. Где-то даже солнечные волки вряд ли выжили. Вот и подумалось, прилетели. Да, конечно, слишком сильные дожди обрушились на всю Южную Америку в противовес осенней засухе. И неужели Солончак на этот раз будет таким грязным? Но, слава богу, все обошлось, и к нашему прилету основные дожди уже прошли, и на кладбище паровозов было уже вполне проходимо. Эти паровозы, кто не знает, остались от когда-то стратегической железной дороги к Тихому океану, которую Боливия потеряла в результате войны с Чили. Вот и покоятся они с миром на потеху туристам. Ну а мы двигаемся дальше, на сам Солончак. Да, Солончак залило в среднем на 25 сантиметров, что сильно затрудняло продвижение по нему. Но волшебное очарование от таких сюрреалистических видов это только добавляло. Наша команда одевает боты перед походом «Бесконечность». Первые поехали. Ты уже поехали. Ну и мы, с вашего разрешения, тоже отправляемся в путь. А путь дорожка. Find another man. Is it easy to sleep in the bed that we made? When you don't look back, I guess the feelings start to fade away. Oh, I used to feel your fire, but now it's cold inside. And you're back on the street like you didn't miss a beat, yeah. Tell me what it takes to let you go. Это как будто облака, то ли облака, то ли айсберг плывет вообще. Бубу Кока. Путешествие с удовольствием. Бубу Кока! Ну вот, земляне, в таком вот удивительном ресторанчике мы сегодня обедаем. Вот нам тут сейчас подадут, что-то подадут. О. Лама, подана сегодня нам лама. Да, сказали лама. А можно сделать такой снимок, что мы все на дне бутылки? Ой, сейчас арбузом.
Хока, путешествие с удовольствием. Мерлин Монро. Все, давай. Tell me what it takes to let you go. Tell me how the pain's supposed to go. Tell me how it is that you can't sleep in the night without thinking you lost everything that was good in your life to the toss of the tell me who's to blame for thinking twice. No, 'cause I don't wanna burn in paradise. Ну все, Солончаком мы насладились и едем дальше по альтиплану в сторону Аргентины и Чили. И по пути встречаем лам, который охраняет посевы киноа от расхитителей собственности. Поля киноа. Охраняют эти киноа исключительно ламы, потому что только ламы могут прогнать этих мерзких зверьков вискачей. Мы вам еще их обязательно покажем. В последнее время из-за глобального потепления ламы несколько изменились, стали охотиться на очковых медведей. Едем дальше по классной дороге с видами на пасущихся викуни и белоснежные шапки местных вулканов. Но не обольщайтесь, такая дорога только сотни километров, потом пойдут полные ништяки. Лама начинает прибегать. Викуни. Таким образом и происходят 3- или 4-дневные туры по альтиплану. Даже не знаю, в какой сезон вам посоветовать сюда приезжать. Как правило, я бываю здесь или в октябрь-ноябрь, в сухой сезон, или январь-февраль, когда Солончак залит водой. Кстати, погодка сегодня, как в сухой сезон, ясная и безоблачная, прям благодать. Идеально быть здесь дважды, и в сухой сезон, и в сезон дождей, тогда максимально эффектно вы увидите альтиплану. Это как у нас на северах и зимой, и летом бывает красотень. Что такое альтиплано? Это большая и довольно гладкая тектоническая плита в Андах, величиной, наверное, с пол Европы, но на высотах от 4 до 5 километров, где как раз и находится и Титикака, и Солончак-Уюни, и Литиевый треугольник, и много-много всего интересного. Вот, например, какие замечательные лагуны с грациозными фламинго. Предлагаю вам просто полюбоваться под музыкальную зарисовочку. И, конечно, тут помимо викуни и лам водятся вот такие вот замечательные зверьки, вискачи. Что они тут едят, одному Веракочи известно. Мы обычно даем им яблочки. Вообще, путешествие по боливийскому альтиплану напоминает путешествие по всем планетам Солнечной системы. Тут есть и причудливые марсианские пейзажи, как вот эта вот лагуна Колорадо.
Есть ледники спутника Юпитера и Европы, каменные формации, газовые выхлопы Ио, да еще бог знает что еще. Подобные пейзажи можно встретить, пожалуй, только лишь в Исландии, где мне тоже приходилось путешествовать. Эту ночь мы ночевали на высоте почти 5 километров. Еще совсем недавно тут практически не было более-менее сносных условий для ночлега. Но сейчас тут построили вполне неплохие гостишки. И самое классное, что рядышком есть, пожалуй, самые высокогорные выходы термальной воды. И несколько наших участников, и я в том числе, с удовольствием приняли горячие ванны. А еще нам подали почти горячую еду, что на такой высоте немаловажно. Мне еще нравятся люди, которые, Паш, как ты, которые спрашивают, а что за суп? По-моему, нам в нашем состоянии уже, в нашей ситуации, был бы суп уже хорошо. Buenos días, amigos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Tudo bom, amigo? Tudo bom? Ну а утром мы заехали еще в одно примечательное место, прямо на границе Чили, Аргентины и Боливии, под названием город Дали. Сам Сальвадор, конечно, никогда не бывал в этих местах, но когда сюда стали ездить туристы, то они заметили удивительное сходство этих вершин с некоторыми из творений знаменитого маэстро. Ну и на обратном пути в июне мы понижали высоту по удивительно живописной долине со множеством пасущих лам и альпак. Тут надо сказать пару слов. Во-первых, это и есть тот самый знаменитый литиевый треугольник, в котором совсем недавно было обнаружено гигантское месторождение лития, около 54% всего мирового запаса, и в скорости здесь начнут жутко убивать эту замечательную живопись. Уже китайские подрядчики построили геотермальную станцию и несколько асфальтных дорог электросетей, тем самым сильно изменив ландшафт. А дальше больше, и скоро начнутся активные работы по выработке ценных ископаемых и писец всему туризму. Так что пока есть еще время насладиться, вы можете сюда приехать вместе с Бубукока. Я каждые 2 года провожу здесь туры. А еще несколько из наших участников отметили странное поведение одного из наших водителей. Ведь помимо литиевого треугольника, тут находится и кокаиновый треугольник, опять же на стыке 3 границ. Здесь и перевалочные базы, и активный наркотрафик в соседней Чили и Аргентину. Так вот, водитель несколько раз останавливался среди обширного поля, оглядывался, ища какие-то метки и приметы. И то клал, то доставал определенные свертки. Издалека плохо было видно, а для прикрытия приносил какие-то клубни и кидал их вниз. Что он там закладывал, мы не спрашивали, тем более, что мы заехали в одну из местных деревень, куда местные не пускают даже полицию. Как сказали нам гиды, это одна из самых крупных местных оптовых кокаиновых баз. Тут в этой деревушке происходят крупные сделки. Сюда свозят лучшие товары из Пампы, и отсюда он тут же уходит на экспорт. Ну и что делать? Конечно же, мне тоже захотелось отведать местные деликатесы. Зашел здесь в боливийский дворик купить пиво, а никого нет, кричу, сейчас придут. Gracias. Отменные качества.
мишленовских рестиках поведите. Ла-Пас находится на высоте 3650 метров. Из-за хаотичной застройки перемещаться тут желательно по канатной дороге, телеферика, что очень удобно, да к тому же крайне живописно. Есть пересадочные станции, и линии еще строят и строят. Но высота тут сильно чувствуется. Мы-то уже привыкли к путешествию по альтиплану, но люди без подготовки, попадая сюда с низин, прямо мучаются от горной болезни. И, конечно, хорошо помогает от горняшки листья коки, кое везде в Боливии продают на каждом шагу. А вот для тех, кто не любит жевать листья, местные умельцы приготавливают вот такой вот действительно отлично тонизирующий и бодрящий напиток из листьев коки. И горняшку как рукой снимает, и настроение бодрит. В общем, кока это вам не кола. Вот, зеленая кока. Замечательный вот такой напиток для высоты. Это такой без сахара, видите, без сахара. Нормальный такой лимонадик. Кока. Ла-Пас сегодня является одной из двух официальных столиц Боливии. Да, так бывает. Вспомните хотя бы перенос столиц Руси то из Киева в Москву, а потом в Питер, то опять в Москву, а потом, возможно, опять и в Киев перенесут. Нам этих долбанутых не понять. Так и тут политические амбиции и гражданские войны привели к образованию юридической столицы Сукра с Конституционным судом и фактически Ла-Пас с органами исполнительной и законодательной власти. Ну да бог с этими политическими устройствами, они нам особо-то не интересны. А вот место, куда мы пришли, называется рынок ведьм. И тут продают всяческие снадобья и заклинания ортодоксально суеверным боливийцам. Вот сушеные эмбрионы лам, например, служат необходимым строительным материалом. Их закладывают на стадии фундамента в дома, дабы отгонять злых духов. Говорят, что при строительстве высотных зданий надо заложить что-то посерьезнее, и частенько местные газеты пестрят заголовками о пропавших людях. А высотные здания тут, конечно, есть. Ходить по улочкам Ла-Паса, конечно, очень живописно. Колорита тут хватает. Я даже поинтересовался у местных продавцов, почем сейчас торгуют за грамм кокоса. На что продавец изумленно ответил, что они по 1 грамму не продают, минимум 5 грамм за $20. Что тут скажешь, с такими ценами вряд ли в ближайшее время остановят наркотрафик Европы и Северную Америку. А ведь гораздо лучше Боливии поторговать пончо из альпак или, например, вот таким вот знаменитым боливийским супом калапурка. Тут такая классная штучка, ты когда головой бьешь, получается сюда, бьешь там. Would I be awakened where the wrong side renders? Would I be Это индейский супчик с очень оригинальным приготовлением. Его готовят не на огне, а бросают внутрь раскаленные вулканические камни, и таким образом происходит варка. Конечно, сегодня его подают в туристических местах, но если вам захочется прям настоящий супчик, то езжайте в местечко Потаси. И там вместе с бычьими яйцами и потрохами и прочими прелестями вам приготовят настоящую калапурку. Да, наш герой высокогорник. Ну а после обеда мы, попрощавшись с частью нашей команды, пошли еще погулять по улочкам Ла-Паса. Конечно, когда гуляешь по этому городу, то невольно задаешься вопросом, а зачем люди тут вообще живут? На такой высоте ведь очень тяжело. Ну, как ни странно, ответ лежит на поверхности. Такой вопрос можно задать всем людям, живущим недалеко от полярного круга или в зоне полицейского ига. Да просто есть любители себя помучить или продают свою жизнь и здоровье за денежку. Ведь всегда в экстремальных зонах много полезных ископаемых и денежек. Правда, далеко не всем эти денежки достаются. Это у вас такого много в Испании? Нет, такого нет. Нету? Посмотрите, копеечку дайте, если хотите, осталось. Если. А это, как вы наверняка догадались, и есть площадь Мурилья, названная в честь одного из борцов за независимость Боливии, которого тут же и казнили. А еще тут казнили немало политических деятелей, включая одного из президентов. Боливийцы особо не церемонятся со своими властями. Чуть что отправляют на тот свет, в надежде, что новый правитель будет более лоялен к обычному люду.
Сейчас здесь просто гуляют местные жители и сотни голубей. Но не факт, что в ближайшем будущем снова воздвигнут эшафот для очередного коррумпированного деятеля. Ведь не зря боливийский поэт написал такой вот оригинальный стишок про могильный обелиск. Все камни ждут своих имен. На каждом будет имя. И даже если ты заговорен, и носишь много грима, и даже если носишь псевдоним, ты все равно приговорен. И не поможет смена имя. Гранит и мрамор, известняк. У фараонов все всегда ништяк. И если чересчур ты осторожен, то камень вот ни капли не встревожен. И склеп украсит гордо он. И стопудово будет высечено имя на нем. Барберов, смотри. Ты видишь, что одни барбери? Ага. Помнишь, как это? У Ильфа и Петрова. В общем, одного дня в Ла-Пасе нам показалось весьма достаточно. Мы еще посидели в местной кофейне и отправились в аэропорт. На этом наша поездка по Перу и Боливии подошла к концу. Ну а мы напоминаем, что в конце мая начинаем набор в групповой тур по Мексике на День мертвых в конце октября этого года. И для тех, кто желает присоединиться к нам, ссылку я оставлю в описании видео. Ну, всем удачи на крутых поворотах и увидимся в грядущем!